Привет, ребятки! С вами снова Андрей на канале лучшего транспорта, электротранспорта. Мы с вами движемся дальше. И в этом ролике мы поговорим с вами про третий, последний основной контроллер, который был у меня на тестах. К сожалению, он сейчас уже стоит в самокате. И благополучно уже намотал пару тысяч километров. Слава богу. Это его предыдущий братик помладше, постарше вернее. Значит, это контроллер Yunli с аналоговым, с цифровым управлением пятипиновым и цифровым курком LH100. Этот контроллер показал себя не самым оптимальным образом. Он сейчас лежит на продажу, пойдет весной по бросовой цене. У меня, не могу сказать, да, что это плохая электроника, у меня просто немного другие задачи стоят. Это сильно борзая штука. Вообще реально сносит. А сегодня мы поговорим про его младшего брата, более последнюю ревизию. Это контроллер Yunli 50 ампер, уже с универсальным выводом проводов через спецразъем сбоку. На аналоговом управлении по 6 проводам, и там уже другой курок аналоговый QS-S4. Значит, этот контроллер без плавного старта, он свои 45 ампер отдавал, вопросов не было. Новый контроллер написано 50 ампер, и я очень удивился, когда начал делать замеры. Во-первых, ток практически одинаковый на всех передачах. Обычно на старых контроллерах, да, на предыдущем самокате было по-другому. То есть, если контроллер был 25 ампер, то это третья передача. Соответственно, на второй было где-то 18 ампер, а на первой около 12-13. Здесь на всех передачах ток практически одинаковый. И почему я удивился? Значит, на первой ток был 53 ампера, уже выше, чем заявлено. А на второй и на третьей передаче 55 ампер в стоке. Причем, вот этот проводочек, да, силовой от батареи, он был один. И вот на нем уже одном выдавало 55 ампер тока. После обслуживания контроллера я все подготовил к форсированию, но еще не форсил. И вот только то, что сделалось обслуживание, там стало 2 подводных кабеля, усилились дорожки, охлаждение стало лучше. Контроллер уже начал показывать 58 ампер. То есть еще 3 ампера сверху добавилось. Это где-то получается сколько процентов? 5, да. Получается, что это уже, грубо говоря, почти 60 ампер. И я думаю, что я его еще форсану. Не знаю, пропустит ли электроника на 80 ампер, но думаю, 70 я с него выжму на изи. Значит, чем новый контроллер отличается, этот универсальный, с аналоговым управлением? У него уже заложен в логику работы плавный старт. Соответственно, контроллер намного экологичнее относится и к мотору, и к батарее, и в том случае, в том же плане к себе, да, более экологично, на стартах. В то время, когда в основном должны работать фазные токи, это наибольшая нагрузка на всю систему.
Плавный старт, как для заводских настроек, работает достаточно неплохо, интересно. К сожалению, нету регулировки его усилия, да, ну, насколько он проявляется. Ну, вот, то есть он по умолчанию там прошит, и уже как бы менять его параметры нельзя. Но в целом результатами его работы я доволен. Самокат едет очень плавненько. На первой передаче как бы комфортно ехать. Плавный старт присутствует и на третьей передаче, то есть можно на третьей передаче комфортно как бы, да, себя чухать в пешеходной зоне, не боясь кого-то задавить. Плавное ускорение присутствует также и на скорости, то есть там едешь 30, 40, 50, 60 км в час. Там тоже есть плавное ускорение, то есть оно не прям как бы рывками. Но как-то они вот интересно все это с завода продумали. Когда только стартуешь, экспонента она такая как бы, ну вот более такая пологая, то есть набор скорости идет медленнее. А если ты уже едешь там 30-40, там экспонента значительно круче. То есть ускорение как бы еще остается плавным, но прирост скорости, да, с течением времени он происходит значительно быстрее. То есть если, допустим, ты только стартуешь, это может быть там 1,5-2 секунды, да, прирост плавности, да, до выдачи на мотор максимальной мощности, то на скорости 20 это уже, допустим, 1 секунда вместо 2, а на скорости там 30, 40, 50 это где-то полсекунды. То есть он ускоряется плавненько, без рывков, но очень шустро. И вот это вот, ну, прикольно они сделали. Значит, по тротлингу. Сброс мощности после хорошего заезда, так километров 20 тапка в пол, ну, чувствуется, но скорее не за счет работы как бы какой-то логики, а за счет того, что просто сама электроника нагрелась. Это может быть процентов 10. Ну, не 15, 10% это снижение динамики, то есть это ни о чем. По сравнению с FOG, который 50% резал, 10% это ни о чем. В стоке был тротлинг даже на первой передаче, когда стартуешь, да. То есть, видимо, грелись компоненты или что-то ему не хватало. И, короче, вот эта вот скорость разгона, динамика разгона, она была очень нестабильной. После обслуживания контроллера весь этот тротлинг исчез на первой передаче. Изредка я сейчас его замечаю, когда едет 2 пассажира. То есть нагрузка там 250 килограмм получается общая. То есть 2 взрослых дядьки и еще самокат. И, конечно, как бы ему тяжеловато, то есть где-то временами он подтротливает, но там еще не до конца закончено охлаждение. Я жду, вентиляторы из Китая должны прийти, чтобы был мгновенный проток воздуха свежего через электронику. И он еще не форсированный. Я думаю, что когда он отфорсится до 70 ампер и станут вентиляторы, то даже при большой нагрузке этот тротлинг будет проявляться. Ну, либо вообще его не будет, либо он будет показывать себя очень и очень редко. Значит, динамика в дороге. Конечно, у меня монопривод, и это не 2 контроллера, не 2 мотора, да, динамика слабее. Плюс тут даже на скорости заложен плавный старт, плавное ускорение, поэтому сказать, что тут прям вот космическая динамика, я бы не сказал. Но вместе с тем ток 60 ампер. И даже с плавной динамикой на дороге чувствуешь себя более чем комфортно. Более чем комфортно. Тут главное как бы не залипать как бы на курке, потому что ты газу дал, он чуть-чуть как бы сначала медленно как бы, да, набирает скорость.
пусть это даже в динамике на дороге, там полсекунды ему надо, 0,7 секунд. И тут главное как бы курок не пережать, потому что в первые там 2-3 секунды он чуть-чуть накидывает, а потом он уже как бы жарит на все бабки. Поэтому динамика, ну, я бы сказал, отличная на дороге, не космическая, но ее вполне хватает. Вместе с этой колодкой там произошли существенные изменения в разводке при печати платы, то есть там проводов стало намного меньше, то есть там уже коммуникация с выводом проводов идет через текстолит на плате. Добавили они кучу защит, вот, то есть это и температурная защита стоит однозначно, стоят защиты в процессоре. По нижнему напряжению я с ней долго боролся, и по верхнему напряжению. То есть, если вы, допустим, поставите сюда, подключите батарею не 60 вольт, а 72, самокат просто не поедет. То есть, процессор видит, что напряжение выше положенного, и он просто отсекает подачу питания. Колодка это универсальная с боковым разъемом, да, под передачу данных. Ну, такое достаточно спорное решение, оно мне не сильно нравится. Оно усложняет работу, как бы, и понимание чтения платы, и разводку как бы по контроллерам. Я понимаю, что заводу так удобнее, один универсальный контроллер, и делать развод А и Б контроллера уже на колодке. Но для пользователя это крайне неудобно, сложно как бы понять, да, весь этот принцип работы. Плюс сама эта разводная колодка с распайкой, она занимает лишнее место в деке. Это не по фэншую. В старых контроллерах, вот как здесь, где все дата-провода, они идут прямо с платы. Я видел надписи, что мне не нужно, как бы отрезал, выкидывал и упрощал проводку до максимума. Здесь уже как бы так легкой кровью не отделаешься, но, как говорится, что маемо, то маемо. Значит, по поводу плавности, да, езды и комфорта передвижения в парке, в пешеходной зоне. В принципе, достаточно неплохо себя контроллер показывает. Курки одинаковые, QSS4 и на FOG контроллере, и на Yunli. На FOG, конечно, модуляция лучше, больше градуированная, вот, и более плавно он едет. Этот едет чуть-чуть резче, как бы так сильно, как бы, да, точно корректировать скорость нельзя, там 5 километров, 6, 7, 8 в час. Но, в принципе, едет достаточно плавненько, и даже на третьей передаче как бы можно, ну, не бояться никого задавить. То есть, ну, есть вот эта вот хитрая логика, как бы, да, умная электроника, она функционирует. Значит, скоростя на передачах. Первая скорость это 35 км в час, вторая скорость это 55 км в час, и третья скорость это 75 км в час. Ну, должен здесь отметить, конечно, что у меня не скоростной мотор, шестерка, да, там намотка не 3 витка, а 4, у меня мотор полутяговый. Возможно, на скоростных моторах эти цифры будут выше. В принципе, достаточно удобненько. На старом самокате у меня было там, получалось, первая 18, вторая 35, третья 50 км в час. Чуть-чуть больше. Здесь и поначалу как бы сложно было привыкнуть. То есть я езжу сейчас 35 и 55. То есть там у меня получалось это вторая и третья передача. И получается, что как будто бы первой нету.
То есть у меня меньше 35, как бы, если тапку задавить до конца, меньше 35, как бы он не едет. То есть приходится в пешеходной зоне приотпускать курок, чтобы никого не задавить. Ну, в принципе, привык, достаточно комфортно. Первая скорость — это пешеходная зона, и езда зимой 35 км в час, чтобы тебя не выморозило на сквозном ветре, в принципе, оптимально. А летом 55, по городу этой скорости более чем достаточно. При хорошей динамике, как бы, ТЗ особо не жалуются. А если какой-то поц мне сигналит, то я этому Дегану сигналю в ответ, как бы на этом все заканчивается. Все-таки, ну, в городе у нас сейчас ограничение 50. Если кто-то летает 70-80, а кто-то и сотку, ну, это лично его проблема. Максималка 75, честно говоря, 70 уже ехать страшно, особенно без защиты. Это пипец. То есть яйца сворачиваются в трубочку, мама, не горюй. Поэтому 75 это запасик, это максимальная мощность мотора. Соответственно, получается 55, это где-то там процентов 70 или 80 его максимальной скорости. Да, мощность 60 вольт, 60 ампер, это 3,5 киловатта, даже больше. Она позволяет ехать 75, но при 55 километрах в час и 80% оборотов мотора, да, от максимальных, у него получается на и высший КПДА, самый максимальный. То есть он работает наиболее эффективно, расход самый маленький, и, соответственно, нагрев тоже у него небольшой. Значит, стоковая отсечка по нижнему напряжению. Шильдика нету перед глазами, но если мне память не изменяет, писали 49 вольт, но, конечно, 49 вольт там как бы и близко нету. При 51 вольте, даже при 52, самокат начинает плавно сбрасывать скорость, во-первых, а во-вторых, динамику разгона уже при 52. А при 51 он еще как-то более-менее едет. С 51 до 50 это уже последняя миля. То есть это где-то 500-700 метров, это максимум дотянуть до дома, потому что уже скорость падает ниже 10 км в час, и контроллер начинает работать через такт. То есть он, допустим, секунду подает питание в мотор, секунду он дает отдохнуть батарее. И выглядит в дороге это, конечно, очень-очень смешно. Ну, слава богу, я отсечку поборол. Поставил себе крутилку и буду накручивать сколько мне надо, вплоть до 40 вольт. 40 вольт это даже уже сильно мало, потому что батарея даже на профбанках, ей будет тяжело. То есть по факту это будет где-то 42 вольта конец разряда. Ну, 42 вольта это значительно веселее, чем 51. Согласитесь, то есть это еще 9 вольт в запасе, и при прочих как бы хороших погодных условиях, и не только погодных, то, соответственно, можно сверху проехать еще 30 километров в час. Не в час, а 30 километров пробега еще будет сверху. Значит, расход. Расход в парковой зоне составил на первой передаче 4,7 километра. Эффективность езды. 4,7 на 1 вольт. Я считаю, что это достаточно хороший показатель. В принципе, и GP, и FOG контроллер показывали аналогичные цифры, где-то там в районе 4,5-5 километра на вольт по эффективности езды в парке. Это самый сложный режим, там, где постоянно старты, стопы и разгоны. Значит, первая скорость в дороге.
эффективность на первой скорости составила 6,5 километра пробега на вольт. Я понимаю, что это не полностью объективные данные, но я старался приблизить их как можно больше к объективным, то есть это точно не 10 километров пробега, то есть я проезжал 20, 30, 40 километров в таком режиме, то есть там уже напряжение батареи приближалось к 60 вольтам. 6,5 считаю неплохой показатель, на фоке он был чуть больше. 7 километров на вольт. На GP расход, эффективность была наибольшая. Записано у меня 11 километров на вольт. Но там скорость была значительно ниже, то есть не 35, а где-то в районе там 25 километров в час, еще с периодическими сбросами, такие тупники у GP были. Скорость была прилично ниже, ток контроллера значительно ниже, на 50% считайте, этот 60 ампер, а тот 40. И плюс GP на тестах был летом при очень теплой погоде, там 30 или 35 градусов. Здесь, по-моему, я замеры делал уже позже, и погодка была так где-то 20-25, ток на 50% выше, ну и, соответственно, динамика как бы выше. Вот. Ну и скорость не 25, а 35. Поэтому здесь в 11 километров на вольт прыгнуть в такую эффективность это нереально. Но 6,5 это вполне неплохой показатель. Значит, эффективность на второй передаче с целевой скоростью до 55 км в час. Цифра получилась не самая сладкая, получилось 4,3 км на вольт. Но тоже, я считаю, достаточно неплохо. ФОК и GP показывали там значит, по фоку, что у меня записано, по фоку 4,7, GP 5,6. Но опять же таки динамика там после 50 у GP никакая, поэтому я ехал не 55, а я ехал 50 где-то. Ток ниже, поэтому там вышло 5,6. Здесь, да, здесь расход больше, эффективность ниже, не 5,6 и даже не 4,7, 4,3. Но, как говорится, за все надо платить, вот, потому что ток выше, динамика значительно лучше, и до 55, допустим, там с 20 км в час он ускоряется буквально там пару секунд. Чик и полетел. Вот такие данные по расходу и эффективности езды. Значит, комфорт в плане музыкального звукового сопровождения. Значит, никаких стуков в моторе нету, никаких рывков, никакого рычания, подклинивания, ничего такого не наблюдается. То есть электроника стабильно работает, как бы мотор крутится без проблем, без каких-то лишних шумов и так далее. То есть очень комфортно поехать в парк, чтобы не пугать собак, детей, прокатиться, да, и выехать дальше на дорогу. Здесь никаких нареканий к этому контроллеру вообще нету. Присутствуют белые провода режима обучения, так как контроллер сильно умный. Я все-таки решил не перебрасывать как бы, да, туда-сюда провода, использовать эту функцию. И после обучения двигатель стал работать более плавно и более тихо. То есть вот для таких вот умных контроллеров, да, как бы эту функцию скорее нужно использовать, чем скорее не нужно. Почему не нужно, расскажу в следующих обзорах по обслуживанию контроллера.
Значит, по креплению ключей к корпусу все стандартно. Вот эта конченная пластинка. К сожалению, тут никуда от него, ну, по стоку как бы, да, не денешься. Но, опять же таки, в следующих обзорах я вам покажу, на что я это говно заменил и какие чудесные результаты я получил после этой замены. Не могу не отметить такой фактор, как нагрев мотора и батареи. При больших возможностях езды, при лучшей динамике на дороге и при более плавной езде в пешеходной зоне в итоге получилась более сбалансированная система, потому что, ну, за те же там, допустим, 15 или 20 километров пробега тот же GP контроллер без плавного старта, значит, разогревал мотор покрышкам, у меня было 75 градусов. То есть рукой даже на секунду прикоснуться нельзя, это уже ожог. Что там внутри творилось, как бы, ну, представить даже сложно. То есть там сотка нет, на обмотках там градусов 130 было точно. И батарея после таких заездов разогревалась выше 50 градусов. Это уже тоже критично, потому что элементы могут быстренько деградировать. И это заезд был не летом, это была осень, где-то градусов 20 было на термометре. Вот, как-то так. Касательно вот этого Yunli контроллера, при больших возможностях, при хороших заездах, ну, на моторе я видел температуру по крышкам, это потолок 60 градусов, то есть это где-то сразу минус 15 градусов с мотора. И батарея, ну, там зависит многое от окружающей среды. Осенью, вот при аналогичном заезде, это было где-то минус 10 градусов, до 40 она разогрелась, с 20 до 40. Летом, конечно, когда на улице плюс 35, а то иногда и 40, то, конечно, 40 градусов от батареи ожидать нельзя. То есть это где-то 45, 47, но это лето. То есть там на улице 35, на солнце 40. И плюс 7 градусов, пусть даже плюс 10 градусов, да, 37 и 47, плюс 10 градусов, я считаю, это достаточно достойный показатель. Проехать 20 километров на скорости 50, а батарея плюс 10 градусов, это, ну, не сильно много. То есть это еще не 50. За 50 она еще не выходит. Несмотря на плавный старт, несмотря на все эти, как бы, фишки, наворот, как бы, в логике работы контроллера, да, достаточно неплохие вышли показатели по тяге в горке, ну, не только по динамике на дороге, но и тяге в горке, да, на подъемах. То есть в тестовый паркинг мой 10 градусов, он меня затягивает. Причем моя жопа раскабанела за год. Поправился я на 20 килограмм. В паркинг я заезжаю в 10 градусов, скорость больше 10 километров в час. И с моря, бывало, я возвращался с работы домой, какие-то крутые подъемы. В принципе, тоже вот по вот этим подъемам, там 10 градусов не было, я их как бы не мерил, но на глаз вижу, что меньше. Ну вот на тех подъемах 15-17 километров в час, как бы он 150 килограмм тянет, как бы и не бздит. Хотелось бы, конечно, быстрее, но опять же такие подъемы, гравий, галька где-то, песочек, повороты, куда торопиться. Вот. Лучше медленней, живее будешь. Вот такой у меня получился сегодня обзорчик по эксплуатации нового Yunli контроллера. Да, он далек от идеального, есть какие-то проблемы, мы о них еще будем говорить в следующих видео, в том числе по поводу обслуживания электроники.
Но вот я так посмотрел, да, вот из 3 контроллеров фок как бы сильно овощной получается на моноприводе. GP сильно дерганный на стартах и не особо эффективный в дороге. То есть, ну, как-то вот такое, ни туды, ни сюды. Юнли оказался золотой серединой, то есть он достаточно плавненько работает, обеспечивает хорошую динамику, хорошие показатели по расходу. Ну, а остальные какие-то проблемы, как бы, да, затупы с логикой, вопрос, как бы, крепления мосфетов, охлаждения и так далее. Ну, это все, как бы, в золотых руках, оно со временем решаемо. Поэтому в итоге решил остановиться я для монопривода на Юнли как на более оптимальном, вот лично для себя, варианте. Ездится хорошо, 2000 я уже накатал. После обслуживания контроллера это вообще песня, как он ездит. Еще форсанется, станет проточное охлаждение, это будет вообще бимба. Ну, вот такие вот у меня результаты по электронике. Вообще, если честно сказать, вот возьмем, да, контроллер, батарея, мотор и рама. Вот я как-то думал, что сильно тяжело будет батарею собрать. Я боялся первой сборки, и она меня, ну, немножко пугала, да, как для первого раза. Но на выходе оказалось, что вот реально собрать батарею – это самое простое. Да, оно может как бы чуть длительно по времени получается, но вот сборка прошла как по маслу, и батарея как по маслу работает 2 года, никаких проблем нету. Дальше по сложности, наверное, стоит обслуживание мотора. Там есть кое-какие нюансы, кое-какие детали надо вытачивать, делать это все аккуратно, как бы, да, слаженно. Ну, может, оно не намного, может, чуть сложнее, чем сборка батареи, может быть, где-то вот на таком же уровне. На 3-м месте вот стоит доводка рамы. Если бы я ее собирал сам, наверное, да, это было бы самое сложное. Но так как я ее только доводил до ума, да, какие-то косяки правил, вот, то она на 3-м месте. Там, да, возникают какие-то проблемы, скажем так, не детские, да, серьезные проблемы, но они достаточно понятные, определенные и быстро решаемые, да, при наличии, как бы, хорошего качественного инструмента, да, и при наличии серого вещества в черепной коробке. А вот работа с контроллерами, да, выбор контроллера, настройка контроллера, обслуживание, охлаждение, форсирование. Вот я сейчас, спустя 2 года, что я собирал кастом, я понимаю, что реально это самый тяжелый этап. Вот с электроникой мне как-то тяжелее всего. Это она лидер, как бы, да, по сложности. Потому что даже где-то раму рихтануть, подварить, ну, вот как-то проще, чем вот это вот колбаситься с какими-то мелкими деталями. Еще особенно, когда ты делаешь все по наитию, как бы, да, во многих моментах методом тыка и не имеешь какой-то основательной теоретической базы по электронике. Вот. Как-то так. Пишите в комментариях, на каких контроллерах вы ездите, как они работают. Задавайте вопросы. Не забудьте поставить лайк за видос, чтобы YouTube видел, что это полезно для других людей и как можно больше других пользователей получали полезную информацию. Подписывайтесь на канал. Впереди масса интересного. У меня просто громаднейший список тем, о которых хочется вам рассказать после 2-летней работы
по сборке нового самоката. И вы однозначно узнаете много полезного. С вами сегодня был Андрей. Оставайтесь на канале и до следующих встреч. Бай-бай.